Друзья, давайте сразу договоримся, это не обзор Ioniq 5. Те, кто из вас старше 5 лет, точно помнят, что эта машина уже у нас на канале была, и там мы подробно рассказали: батарея, сколько прет, как едет, какая подвеска, сколько расходует на 100 километров, и главное, с кем конкурирует и что пытается показать. В этом видео мы расскажем, а что поменялось. Как компания Hyundai Kia старается в этом сложном мире, где люди бегут то в сторону электромобилей, то в другую сторону, то потом решают, что это все теперь не машины, а роботы, в этом мире отлично ориентируются, прекрасно себя чувствуют, развиваются, закрывают абсолютно все ниши. Hyundai подошел к этому профессионально и оснастил эту машину всем, чем можно оснастить электромобиль, для того, чтобы он симулировал вам те самые эмоции из прошлого, из ДВС прошлого. И если вам не подходит такого плана эмоций, ровно за этой машиной есть другой Ioniq 5, который будет для вас трейл-кроссовером, который делает так, что вам будет казаться, что вы постоянно преодолеваете какие-то горы, вы какой-то супер-турист и так далее. То есть мне нравится их подход, мне нравится, что они вытаскивают эмоциональность с вот этого чистого листа, которым был электромобиль буквально 6-7 лет назад. Это что-то новое. И вот Hyundai просто пытается различными красками этот чистый лист разукрасить. Об этом поговорим, об инновациях поговорим и о будущем этой компании, которая прям распихивает всех локтями и идет вперед, тоже пообщаемся об этом видео. Давайте начинать. Привет, друзья! Начнем с внешности, потому что в Ионике и вообще в Hyundai, наверное, внешность это одно из самых главных. Огромные колеса и очень удивительна сама концепция. Потому что представьте, машина эта была рождена как кроссовер, который очень сильно похож на хэтчбэк. Прошло время, и компания Hyundai сделала из кроссовера, который похож на хэтчбэк, сделала горячий хэтчбэк. Невероятно, но так тоже может быть. И теперь это очень странное ощущение, потому что ты вроде как садишься в хэтчбэк, у которого спортивные сиденья, ковши, вот такие вот с буквой N, достаточно низкие, со строчкой, алькантарой. Все вот, все как в классическом немецком горячем хэтче. Но когда ты поравняешься с каким-то седаном, ну вот, например, таким как Model S, либо тройкой, ты вдруг понимаешь, что все почему-то сидят ниже, и какие-то они маленькие кажутся. Вообще, мне кажется, эта машина и выглядит, и в середине ощущается как хэтчбэк Гулливера. То есть, как будто бы маленькую машину очень сильно увеличили. И когда ты едешь в середине, вроде как все нормально. Ну, просто хэтчбэк и просто тебе комфортно и удобно. А все становится на места, когда ты подъезжаешь к реальному какому-то хэтчбеку, вот где-то рядом. И ты понимаешь, что он находится намного ниже. Человек сидит где-то на сантиметров 30 ниже, чем ты. И еще видно, насколько меньше сама эта машина. А вот если мы возьмем Golf, создается впечатление, что Golf можно в середину этой машины погрузить, и он здесь хорошо поместится. Открыл сегодня утром гараж и подумал, что надо и вам напомнить, что Model Y по большому счету это прямой конкурент этой машины. Гляньте, по размерам они очень схожи, по высоте очень схожи. Просто один хэтчбэк очень сильно надувается, чтобы быть кроссовером, а другой кроссовер очень сильно раздувается и пытается обрасти юбками, чтобы казаться хэтчбэком. А кроссоверная ситуация, она подразвилась немножко и пошла дальше. То есть появились ну, типа карбонизированные бампера, но черные. Ну, подразумевая, что если будут какие-то ветки или еще что-то, что вроде как это не будет сильно бросаться в глаза, какие-то царапинки на этом. Появились вот такие вот крючки, которыми можно что-то зацепить. Но если вы вдруг что-то зацепите,
то сразу же их поцарапаете. Понятно, что это стилизация. Вряд ли кто-то будет особенно пользоваться этими крюками, потому что и заехать вы далеко не сможете, что машина эта на самом деле поднята всего на пару сантиметров по сравнению со стандартной машиной. А N-версия у нас опущена на пару сантиметров по сравнению со стандартной машиной. Вот и вся разница. Но если мы с вами коснемся разницы в обвесах и снаружи, то она, конечно, впечатляет. То есть здесь у нас стилизация, как будто бы машина расширена, но если мы посмотрим на заднюю арку, то она, в принципе, такая же точная, как и здесь. Ну, может быть, на какие-то миллиметры N-версия шире, но незначительно. Но благодаря этому фейковому воздухозаборнику кажется, что здесь прям серьезное расширение. И что я вам хотел показать еще, что мне было интересно. Здесь у нас обычный разъем, классический J1772, CCS. Здесь у нас Tesla. Видите, это уже более современный Hyundai, и они все уже переходят потихоньку на разъем Tesla. Это очень удобно, как минимум нет какого-то второго у нас здесь с крышечкой резиновой дополнительного разъема. И помните наш крышка-тест? Вот насколько это удобно на каждый день. Вот настолько это удобный электромобиль. Если вам ничего не надо дополнительно открывать, закрывать, и крышка работает автоматически, то в принципе это уже достаточно грамотный электромобиль, к которому стоит присмотреться. К этой машине идут колесные диски чуть меньшего размера и такая вот как бы грязевая резина. И тюлы, вот эта штука, она тоже крепление для ваших сноубордов, дополнительного багажника на крыше и так далее. Это самое качественное крепление, которое можно купить на рынке, и оно идет сразу же уже не в комплектации. Я уверен, что это какая-то доп. Опция, но, возможно, в этой машине это сразу же входило уже в комплектацию. Здесь у нас, видите, даже спрятана возможность повесить какие-либо тюлы наверх. Кстати, вот этот цвет, голубой мат, это дополнительная опция, стоит $1000. Вообще это достаточно недешевая машина, и о цене мы поговорим чуть попозже. Капот у нас на газовых подпорах, то есть это подразумевает, что мы должны его открывать чаще. И можем мы это делать только ради того, чтобы заменить фильтр салона, он находится здесь, и посмотреть, как здесь наши тапочки поживают. Тапочки и какие-то пару бумажек с документами, потому что, в принципе, больше сюда ничего не помещается. Здесь вот такой вот отсек, но он есть. Здесь уже нет никакого багажника. Ничего не поменялось технически, это та же самая машина, разница только в прошивках. Может быть, какой-то электродвигатель где-то на какую-то дольку получил больше обмотки, но в целом им не лень было поменять эту крышку, нарисовать сюда N и упразднить и тот багажник просто для галочки. Но он был, по большому счету, если вы открутите эту штуку и прикрутите ту с багажничком, то он у вас будет, если вам надо. Но внимание к деталям поражает. Есть люди, которые любят туризм, и им будет импонировать эта машина. Она как бы показывает, что я люблю приключения, я люблю выезжать куда-то в горы. Может, эта любовь будет проявляться раз в году, но тем не менее, каждый день вы будете демонстрировать себе и другим вот эту любовь. Здесь я люблю спорт, я люблю входить в повороты. Это мы проверим, как у этой машины получается. Я люблю горячие хэтчи и вот это все. И эта машина активно это демонстрирует. Мне уже не терпится вам показать, как эта штука это все демонстрирует, потому что я был удивлен. Так, начнем с заднего сидения. Наш интерьер. Смотрите, даже сзади отлично видно буквочку N. Она и здесь, и с обратной стороны. И тоже светится. Значит, сажусь. Сидушка уже отрегулирована под меня. Рост у меня 1,92 м. И что удивляет, потому что машина все-таки у нас хэтчбэк, вроде как, ну, выглядит, или так напоминает нам хэтчбэк, но места достаточно. А если я подниму сиденье вверх и сяду прям ровненько, то я буду упираться головой в потолок, но если
расслабиться и пользоваться тем, что спинка сиденья здесь наклоняется, и это очень-очень важно и супер удобно. В Model Y предыдущего поколения такой опции нету. Прям комфорт, подлокотничек, точно такая же обшивка, алькантара, шкурочка, и все, и дальше у нас багажник. Но по ощущениям сзади больше места. Я могу ошибаться, это может быть субъективно, но, по крайней мере, в шестиместном Model X менее удобно и вроде как меньше места. Но, может быть, я зря нахваливаю Hyundai. Пошли в самое главное место наперед. И здесь четко видно, для кого эта машина сделана, потому что все как надо. Блин, какой красивый руль, это невероятно. Вы когда-то видели что-то более красивое? Посмотрите, подушка, она как будто бы куда-то уходит далеко, то есть ее как-то скукожили, сделали маленькой спереди и засунули подальше. Красиво. Мне нравится такой 3D-эффект создает это все, как будто бы все глубоко, все кнопки, все куда-то уходит дальше. Какая-то такая самолетная тематика, и она продолжается и кнопочками. Мне вообще эта машина стала интересна после того, как я прочитал, что это самый быстрый, самый мощный Hyundai, который когда-либо выпускался за всю историю марки. Причем это включает и Hyundai, и Kia, и Genesis. Ничего мощнее этой машины, быстрее и эмоциональнее не было. Из того, что сразу нравится, что бросается в глаза, что не пошли по пути увеличения дисплея просто так, потому что так в моде в последнее время. Не обезьяничает за Tesla, а здесь такой просто длинный продолговатый экран, который с одной стороны начинается колонкой, а с другой стороны почему-то колонкой не заканчивается, что для меня не очень понятно. Я бы закончил его также колонкой. Воздуховоды у нас обычные, регулируются ручками. Ну, в принципе, настраивается, мне кажется, один раз. Я их вообще не трогал ни разу. Как-то они с самого начала дули туда, куда хочется. Наличие кнопок. Огромное количество кнопок здесь. Я, наверное, такого еще не видел. Мне кажется, что количество кнопок такое, как в машинах начала 2000-х. Но в то же самое время и экран сенсорный. То есть, с одной стороны, мне не надо далеко тянуться к климат-контролю. Он под рукой. Хотя тоже немножко сенсорный, ну то есть можно было его, наверное, вынести на дисплей. А может и можно было сделать его кнопочным, но уже к дисплею мне надо тянуться, причем я не дотягиваюсь. Если вы видите, я не особенно к нему дотягиваюсь. Мне кажется, что можно было бы, конечно, этот дисплейчик чуть-чуть повернуть. И было бы намного приятнее. В целом все мягенькое, все приятно. Кроме, вот здесь уже пошел жесткий пластик, и везде там, где мы его не планируем щупать, он уже везде жесткий. Колонка с подсветкой, музыка Bose. Сразу коснемся эмбиента. Покажем, какой эмбиент в Ионике. Я, кстати, ожидал, что здесь будет какая-то на торпеде полосочка, но никакой полосочки нету. Есть только подсветочка и колонки. И новое, что появилось, это шильдик, который загорается тогда, когда я открываю дверь. Дверь открыта, пожалуйста. Гляньте, на каком расстоянии находится этот потолок. Это просто здесь два кулака помещается, и это вообще несравнимо с задними сиденьями. Несмотря на то, что сзади здесь все неплохо. Так, ну что, настало время почувствовать главное, как эта машина ускоряется. Нет, слушайте, хорошо ускоряется. И, кстати, хорошо тормозит, что очень важно. Включаем одну кнопочку, включаем вторую кнопочку. Начало что-то гудеть. Гудело и до этого, кстати. А ну, что происходит? Что думаешь? Это не хватает приколдеса. Лепестки? Ой-ой-ой, лепестками можно тормозить. Я пока еще не понимаю, что происходит.
но что-то происходит, то, чего я никогда не испытывал в электромобиле. Ну что, спасатели Малибу, как вам моя новая машина? Тесла лучше. Тесла лучше сразу. Первая, вторая, третья. А зачем они это сделали? Получается, что они сделали что-то, что бесполезно? Да. Звучит как очень-очень старая гоночная игра. Прямо очень старая гоночная игра. Даже как-то стыдно перед вами за такую машину. Ну, то есть, во-первых, он старается держать обороты в районе 900 на холостых, что, в принципе, маловероятно, учитывая, что здесь нечему держать эти обороты. Что-то гудит. Мы наклацали здесь какой-то спортивный режим, который включает имитацию бензинового автомобиля. Я пока что еще не понимаю, как к этому относиться. Давайте сейчас дождемся зеленого света и проедем. Но во время переключения передач, я не знаю, или передала камера, но меня еще и дергает. То есть машина имитирует не только звуком переключения передач, но и движением. То есть... Так, вот мы едем потихоньку. А это у меня... Я класснул лепесток, и теперь у меня автомат. Не, мне не нужен автомат. Мне нужен... Да. О! Раз и дернуло. Еще раз дернуло. Я одно понимаю точно. Здесь можно ехать максимум 45 миль в час, а я с вами вместе уже еду 60-70. То есть с этой игрушкой легче всего забыться и ехать быстро. Это я понимаю точно. Еще почему-то первое, о чем я подумал, что много лет есть одна и та же группа комментаторов, которые пытаются что-то написать про резиновых женщин. Электромобили, резиновые женщины, вот где-то там. И я всегда думал, ну, какое-то странное сравнение. Ну, то есть, мне нравится ездить на электромобиле, и ничего общего с резиновой женщиной мой личный электромобиль не имеет. Но когда я еду на этом, вот именно такие ассоциации у меня самого возникают. Потому что, ну, это же имитация. Это же то, что вы просили. Подождите. Вы же говорили, что не хватает нам звука, не хватает эмоций. Получите. Вот вам звук, вот эмоции. В общем-то, все, что вы хотели. Вот это первая итерация. Сейчас же Mercedes GT, о котором мы с вами разговаривали недавно в видео, с претензионной внешностью. Вот в нем тоже какой-то звук. Возможно, там будут такие же подергивания, может быть, звук будет лучше, может быть, еще какие-то фишки будут внесены, потому что это версия Hyundai на эту тему. Но взрослая, большая компания, представьте, потратила большое количество денег, чтобы эта машина имитировала для вас то, что у вас было, либо никогда уже не будет. Там вот едет Мустанг, он в реальности гудит. И сзади него едем мы. Намного быстрее. Здесь, если верить тому, что нарисовано, если представить, что это вообще имеет какой-то Мустанг полетел, мы его возбудили, но шансов у него никаких в реальности. Ну, то есть, какой бы это ни был Мустанг, 5-литровый, 6-литровый, 2-литровый, а скорее всего это и есть 2-литровая версия, шансов у него нет никаких. То есть эта машина в любом случае быстрее, это ощущается, она реально пуляет. И, кстати, если нажать вот эту кнопочку NGB, у нас получается еще больше лошадиных сил на 10%, то есть их получается до 700, что-то там 670 или около того. Подвеска адекватная, она достаточно хорошо сглатывает ямы, нету такого, что пломбы стараются выпасть на каждой кочке, несмотря на то, что огромные колеса, 21 колеса здесь. Но все-таки машина это больше гражданская. Сиденье держит идеально. Подушка сиденья, несмотря на то, что здесь нет какой-то особой специальной выдвижной подушки,
как в Model Y Performance, посмотрите видео. Подушка именно там, где надо, она длинная, и ноги у меня лежат на ней, а не где-то наверху, хотя она вроде как выдвигается. Интересно, а что будет происходить, если повысить передачи вверх? Вот у меня 8-я передача. Давлю на газ в пол. Если кто-то захочет... О, это я не переключу передачу. Ёлки-палки. То есть, по большому счету, мы имеем не автомобиль в классическом смысле, не электромобиль такой, как он должен быть просто по умолчанию, а по факту симулятор бензинового автомобиля, симулятор заряженного бензинового автомобиля, который может ездить достаточно быстро, дергаться, переключаться и не будет напрягать ни коробку передач, ни двигатель на высоких оборотах, потому что двигатель на тех же оборотах, а коробки передач здесь нет. И если мы вдруг задумаемся о том, что наши правнуки будут спрашивать, как это было ездить на заряженных бензиновых машинах, то вот примерно такие агрегаты и будут давать ответ. Ты садишься в симулятор бензинового автомобиля и пожалуйста. Так, давайте коснемся систем автопилотирования. Как раз машина сейчас едет на, можно сказать, автопилоте. Можно сказать, на продвинутом круиз-контроле. Потому что, в принципе, ваше внимание требуется, но минимальное, если дорога не очень куда-то уходит. Если она извилистая, то надо будет машину ловить, потому что она будет стараться въехать в отбойник. На ровной дороге все работает прекрасно. То есть все у нас как по заученной фразе, как Model S 2015 года. Все работает, ну, может быть, менее четко, потому что все-таки вы можете как-то здесь выхватывать руль. Здесь отдельные системы, вы можете включить под руль удержание в полосе, это одна кнопка, и другая кнопка, которой машина едет за другой машиной. Вы можете выставлять дистанцию, ну, все как везде. 120 миль в час вы можете ехать на вот этом вот круиз-контроле, который может в любой момент уехать в отбойник, если дорога будет достаточно резкой. То есть за ним надо приглядывать. Но в целом со своей задачей он справляется. Можно спокойно вам что-то рассказывать и поглядывать на дорогу иногда. То есть с таким круиз-контролем намного безопаснее отвлекаться на телефон, чем без никаких систем это делать. Но лучше, как вы знаете, на телефон не отвлекаться. Лучше включить автопилот Tesla, полноценно залипать в компьютере. Что мы слышим еще? Слышим гул. Я не знаю, или вам он доносится, но шумоизоляция в этом автомобиле примерно как в Model 3 2018 года. То есть все от колесных арок, все это вы слышите, все это постоянно вам напоминает о том, что вы едете в спортивной машине. Но может быть так и задумано. Система автопилотирования работает и на маленькой скорости. Но когда машина останавливается, все происходит точно так же, как в древних автопилотах, круиз-контролях. Поток трогается, вы как бы педалью акселератора машине напоминаете, что надо ехать. Видите, руль ушел, я начинаю подруливать. Я уже потихоньку привыкаю к этой истории. И самое главное, никакого сигнала не было. То есть не было такого «пип, возьми руль». Нет, машина едет, просто едет куда-то в столб. Все-таки хотелось бы, чтобы Waymo, Google, Boston Dynamics и остальные участники, которые крутятся в орбите Hyundai, так или иначе участвовали и в автомобильной части. Чтобы эта машина была умнее, чтобы она больше была роботом. Тем более, что этот концерн в эту сторону двигается к системам помощи. Здесь, так как это современная машина, естественно, она предупреждает о столкновениях, она предупреждает о том, что загорелся зеленый свет, она много чего предупреждает. Причем она не реагирует на зеленый свет, она реагирует даже на те машины. Если машины поехали вперед, а ты не поехал, она тебе будет сигнализировать. Но есть нюансы, которые вот вызывают вопрос у меня. Посмотрите, камера заднего вида мне помогает перестраиваться. Но большую часть места у меня занимает не машина, а занимает асфальт. То есть машина у меня будет вот здесь вот такой маленькой, в трети экрана. Все остальное, сама консоль в целом и то, как себя ощущаю я, очень-очень уютно. В первую очередь благодаря зеркалам. Зеркала находятся
идеально. Вот, наверное, лучше не придумаешь. Они вот просто на уровне глаз, и мертвых зон минимум. Несмотря на то, что это американская версия, она все это увеличивает от 0 до 100. 3,4 секунды. Но некоторые энтузиасты разгонялись на этой машине за 3 секунды. И я охотно верю, она реально пуляет. Запас хода из-за того, что она едет хорошо. Ну вот такой вот у нас скромный запас хода. У нас 84% и 191 мили. Запас хода на полной батарее у нас 220 миль всего лишь. Мы помним, что в этом вообще, в принципе, стандарт уже в серьезных автомобилях это 300 миль и больше. Но 300 миль это минимум. Здесь всего 220, и это как раз расплата за то, что эта машина пуляет. И это, наверное, самый большой минус в ней, потому что такой расплаты в Model Y Performance у вас не будет. То есть мы снимали обзор на нее, вы проезжаете 300 миль, для этого Tesla специально доработала батарею. Здесь батарея 84 киловатт-час, немного больше, чем в Model Y, но эффективности не хватает. Причем самое интересное, что эти машины очень похожи. Одинаковый размер колес, одинаковый практически клиренс, но очень по-разному они выглядят. То есть это, если поставить их рядом, будет казаться, что эта машина очень спортивная, очень непрактичная, а та машина как бы полноценный кроссовер, в который вы можете что-то грузить и так далее, и так далее. В принципе, перформанс-версия Model Y больше приспособлена к жизни. И самое интересное, что она еще как бы и более спортивная. У нее адаптивная подвеска. Если надо дубасить, ну, теоретически, на ней надо ехать быстро. Вы можете зажать подвеску и ехать быстрее, чем на этой машине. Либо также у нее больше каких-то лакшери опций. Она, в принципе, тише и так далее. Но эта машина точно так же приспособлена к жизни. То есть у нее хороший клиренс, у нее хорошая, относительно мягкая подвеска, хоть и нерегулируемая. И, в принципе, большая часть опций в ней есть. И посадка здесь более легковая. То есть вот как я вижу зеркала, мне намного больше нравится, чем это в Model Y. Потому что там мне надо куда-то смотреть вниз. И это что-то менее удобное. С точки зрения каких-то вещей, которые помогут вам не врезаться и так далее, здесь все есть то же самое. Сдаете назад, она видит, если кто-то едет сбоку, будет предупреждать вас, сигналить, пиликать, подсвечивать и так далее. Но если мы взглянем на цену этого автомобиля, то у нас он вылетает за Model Y аж бегом. Вот такая цена MSRP. 68 тысяч долларов, что в принципе достаточно много. И вот такая цена у нас получается, если мы рассматриваем эту машину. То есть 93 тысячи стоит эта машина, но плюс надо добавить 10%. В любом случае, к любому ценнику, который у нас официальный попадает в DMV. Итого стоимость этого автомобиля вылетает за 100 тысяч долларов, которые кто-то из кармана на эту машину потратил. Hyundai за 100 с чем-то тысяч долларов. Как думаешь, сколько стоит? Сколько готов отдать за такой аттракцион? Нисколько. Я думаю, что она должна стоить дешевле тройки. 40? Да. Ну а в реальности сколько думаешь она стоит? 40 стоит пустая, вот такая вот самая-самая простая версия вот этой машины. Вообще барабан стоит Да 40. ладно, я думал, 40 это топовая. Ну на 70 они настарались? 70. Не. Ты думаешь, я шучу? Не может 68. быть. 68 и здесь еще доплата за краску. 69. Какого хера? Кто их покупает? То есть это стикер конкретно этого автомобиля. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы купили и насколько вы не согласны с ценой этого автомобиля за эти деньги. И если смотреть уже в эту цену и в что-то сумасшедшее, то можно спокойно взять Model 3 Performance, одеть ее в обвес Кибер 3, и это получится все равно намного дешевле. И туда же засунуть и качественные кайловеры, либо кайловеры с пневмоподвеской, либо еще какой-то любой другой вариант. Но она будет точно так же или более дурацко выглядеть на дороге, будет намного быстрее, будет дальше проезжать и будет намного лучше входить в повороты, потому что все-таки кроссовер с клиренсом 16 сантиметров не так легко сделать очень круто управляемым. Несмотря на то, что этот кроссовер сильно расширили,
и выглядит он как хэтчбэк. Все равно управляемость такая, как у Model 3, у него не получается. И здесь он в этой категории. Хотя он и в категории Model S, если бы она еще выпускалась, можно было бы купить Long Range версию Model S, и даже в этой не Plaid версии она была бы быстрее, чем этот автомобиль. Но тем не менее, несмотря на то, что много чего можно купить, именно Hyundai продает эти машины и именно с такой наценкой. О чем это говорит? Что своей цели они добились. Они добавили сюда такое количество опций, сделали эту машину настолько яркой, что люди хотят ее купить и готовы были, по крайней мере тогда, когда покупалась эта машина, около года назад, переплачивать около 20 тысяч, чтобы ей владеть. Я очень удивлен. Я удивлен, что настолько хорошо это все работает, когда работает вместе. Настолько действительно это погружает в эту игру переключение передач, оборотов и так далее, что через какое-то время ты даже забываешь, что переключать нечего, что это просто игра. Hyundai в этом плане молодцы. Они действительно показали то, что, наверное, многие задумывали, но я такой реализации еще ни в одном электромобиле не видел. Имеет ли эта машина место быть на рынке и в наших гаражах? Конечно, да. Это прекрасно, что есть ассортимент и что компания экспериментирует таким образом и выпускает машины с прицелом на эмоции. И эти эмоции из нас, уже видевших все, наверное. Да, сейчас уже мы избалованы автомобилями, каждый производитель что-то предлагает свое. Но у этого Hyundai получилось выдавить эмоции из меня, я надеюсь, и из вас тоже. Вы улыбались в некоторых моментах, когда смотрели. И подписывайтесь, потому что все остальное мы уже сделали. И если вам нужна машина, запчасти, или вы хотите быть частью нашей команды, то обязательно заходите в описание. И увидимся с вами в следующих видео. Пока!